Всем бодрого утра. Ну и что, начинаем съемку в великом и ужасном Гонконге Samsung S25 Plus. И напоминаю показать вам, как если вы будете куда-то путешествовать, если захотите что-то снимать, как это все будет в реальности. Хватит ли заряда? Расскажу. На S25 Ultra вчера не хватило заряда на весь день съемки. На него я снимал 2 дня. Завтра буду снимать на S25. Это, кстати, автолюбителям X3. Посмотрите, что катается здесь по дорогам Гонконга. Мы вчера пытались найти китайские машины. Нашли одну на парковке. Но, опять же, искали очень долго. Может быть, что-то найдете. И вот так будет снимать ультраширик. Сегодня едем в Диснейленд. Кому не жалко, лайк поставим. Кому не жалко и хотите такой же контент, чтобы тестировал устройство в поездках, обзором одним длинным кадром по часу, подписывайтесь на ТГ скидок. И буду продолжать. Всем добра, смотрим. Так, ну что, 4К 60 FPS, 120 FPS здесь отсутствует. Как говорится, идем на завтрак. Такой вот вид. Такие картины, ультраширик. Переключение, кстати, на ультре не особо волшебное, в плане того, что оно не особо бесшовное. На яблоке более-менее оно более-менее бесшовное. Шумов, конечно, море. Лучше в таких помещениях не снимать. Так, дальше лифт 2F. Сейчас я помогу фокусу. Нет, не помогу. Помог. Заметьте, нет ни 13 ни 14 этажа. Кстати, здесь прям безумная морозяка. Прям холодно. А вот этого мороженого, которое здесь рекламируется, нету. Свежие газетки, десерты, вкусняхи. Народ ест. Никого на улице нету. Всем прохладно. Вот видите, мороженки нету. Остались вкусняхи. И драконий фрукт, овощи, кофе. Ну, кофе тебе готовят. Есть рыба, кстати, была, но я ее потерял. И эта еда получается ежедневно одинаковая. Да, вчера было то же самое. Это я вчера ел. Очень тяжело для переваривания. Вкусняхи. Йогурт и черника. Соки. Я хотел сказать, что как бы ты это дело не фотографировал, оно все равно будет выглядеть круто. Потому что дерево и разные цвета. Так, вот такая вот китайская гонконгская еда. Из этого я ел только левую. Эту штуку я боюсь есть. Вот это, кстати, еще вкусно. В 7-Eleven продается. Вот это я тоже не ем. Это шикарно выглядит. И вот такой вот а-ля завтрак. Прошлый раз вчера было неразумно, слишком плотно. Сейчас проще. Как говорится, надо наесться на весь день. Так, ну что, я иду делать фотографию. Как всегда, смог или непонятно, или туман. Больше туман, потому что воздух не тяжелый. Влажный и воздух влажный. И сегодня обещали безумно солнечную погоду. Вот, вот, пожалуйста, насчет обещаний погоды. Погоде все равно, что вам синоптики будут обещать. Так, оставляю S25 Ultra в номере. Почему? Правильно, потому что на нее только что делал обложку. И на нее уже есть двухдневный обзор на канале, на котором вы сейчас смотрите. Кстати, обзор. И надеюсь, что вы посмотрите и на него. Потому что и этот смарт я гонял 2 дня. В отличие от 25 плюс. Хотя нет, кстати, я 25 плюс гонял 3 дня, потому что я же на него фоткал вчера и все равно делал подсъемы, когда S25 Ultra у меня сел.
Вот. И как правильно говорят, кстати, когда смотрели то, как снимает с недостаточным освещением смартфоны в лифтах, на обзорах одним кадром, сказали, что в лифте снимает все плохо. Вообще не все. Если вы посмотрите весь лайв, есть смартфоны, которые снимают и в лифте хорошо. Просто их мало, и это только основные модули. То есть кто-то еще на телевике неплохо снимает, но ультраширики все печально в лифте. И опять же, если говорить про Гонконг, те 5 звезд, которые вы увидите в Гонконге, это не те 5 звезд, которые вы в отелях в Европе. Вот. И 4-звездочные. То есть у всех разные критерии оценки для этих звезд. Но Гонконг не дешевый, в принципе, город. Хотя, Токио значительно дешевле, куда я летал. Посмотрите, кстати, есть обзоры на Токио, на Huawei. В прошлый раз, когда показывал вот эти бешеное количество здесь площадок, и спортивных, и баскетбольных, и всяких, было 10 утра, никто не играл. А вот сейчас я смотрю, и вчера днем, когда снимал, очень много людей играет. То есть они никогда не пустуют. Я вчера катался уже по городу, обратите внимание на ультра, на обзор. Там все были активны. Так, основа. И вот такие переходы, они везде. Во всех странах Азии. Ну, во всяком случае, в которых я был. И в Японии, и в Бангкоке, и в... получается, Токио, Бангкок, это Таиланд, и в Куала-Лумпуре. Единственное, в Маниле такого там нет. В Маниле лучше вообще не выходить на улицу, по мне. Очень прикольно сделаны вот такие окна в метро прям. Получается, в пешеходном переходе. Стильненько. Метро. Довольно узкие эскалаторы. Ультраширик. Вот оно, метро. Магазинчики в метро. Вот они только открываются в 12. Можно постричься за 800 рублей. 900. Умножаем на 12 сразу все, если кому-то какие-то вещи интересны. Из разряда бакалеи, еды, банков. Банки — это тема. Снеки. Еда. Все как везде. Газеты есть? Интересно. Нет, газет не вижу. Печатных изданий не видно. Где-то есть по-любому. На других станциях я выходил, видел. Но еда. Так, здесь у нас просто надо приложить вот такая карточка. По ней, кстати, еду можно покупать. И все. И дальше уже жгешь. Такая вот станция метрополитена. Очень даже адекватно. Эскалаторы, кстати, очень многие шумят. Какие-то там скрипят. Слышите? Там, кстати, можно обычной картой Visa платить, но некоторые, вот, допустим, у меня там 3 разные банка, некоторые не прорабатывают, поэтому лучше брать вот такую штуку. Там, говорю, можно и еду покупать. Простенькое метро. Английский и китайский. Шмот у народа какой. Метро абсолютно обычное. Вот что значит, когда ты не можешь угол менять. Фронталка очень далеко. Нужно оттягивать, и в метро ты себя снимать не сможешь нормально. Так, вот так выглядят переходы. Ультраширик. Основа. X3. Ультраширик. Здесь, кстати, штатно по выходу надо будет оплачивать карточкой, и потом с нее списываться будут. То есть вообще в Азии очень много постоплаты везде. Прям очень много. Везде. Во всем. Disney Resort Line. Очень большие переходы, очень широкие. Очень классно это. X2, X3.
Ой, здесь, да, магазинчики. Disney. Реклама Марвела. Вот такая сидушка металлическая в метро Гонконг. Вот так. Металлическая. И надземная она здесь тоже бывает, не только подземная. Как в Японии или Бангкоке, как во всей Азии и в Куала-Лумпуре. И еще один переход. По сути, надо выходить, но я не уверен. Так, в общем, я 120 рублей заплатил с, получается, одной пересадкой. Сейчас еще иду на одну. Тоже очень много разных магазинчиков. Но все, как говорится, мелочи жизни. Вот даже KFC внутри. То есть сразу в ТЦ получается. Вот это размер вишни, чтобы вы поняли. Огромная просто. И Watson здесь тоже есть. И вот, кстати, вивовские аппараты, которые здесь продаются. X200, Find N3, Oppo. Это сразу при входе. Правда, не, первые стоят айфоны. Потом идут Samsung 20 FE. О, их можно пощупать сходу. Redmi. Вон она, ультра. Huawei. 70 Pro. Nova. Honor Magic 7 Pro уже в продаже. 600 баксов. И Сонька. Не там вышел у метро, и в общем в итоге у вас будет контент еще Honor Magic 6 Pro в Гонконге. Почему? Потому что вот эта вот штука 7099 сейчас, потому что ее никто не покупает, глобалка, на терабайт. То есть 83 тысячи рублей отдал. Вот так. И всяких самсов еще много. Азусов. Хочу себе тонкий ноутбук, но пока не определился, какой. По поводу всех ценников можно дискутировать. Почти. Поездка в Диснейленд. Расширик. X3. Так вот снаружи. Можно ехать в метро. Дальше. Дисней Резорт. Переход. Вот так вот переход в джунглях. Ультраширик. Основа. Видите, баланс белого он не хочет поймать. Я помогаю ему пальцем сейчас. Конечно, дичь. Короче, у Диснея, который самый маленький в мире, своя личная линия метро Sunny Bay. И было не выходить и не переходить, но тогда бы я не купил Honor Magic 7 Pro глобальный за 85 на терабайт. Вот так. Спасибо Honor. Вот такая милота. Диснейленд едет. Жаль, здесь шипушек нету. Он уже пошарпанный. Что неудивительно. Крутой. Я, кстати, только увидел вот эту милоту в метро прям. Очень круто. Так, детские вопли уже начались. Потому что я в 41 год доехал до Диснея. С 12 лет, кстати, хотел доехать. В Японию приехал, хотел скататься в Диснейленд в Токио, но заболел. Так что Гонконг, самый маленький Диснейленд, впереди. Может, где-то и прокачусь. Последняя станция, к слову, стоила 150 рублей. Даже больше, 200. Очуметь. 16 гонконгских долларов одна станция. Это, конечно, жесть. Ультраширик. Народ фоткается, разумеется. X2. Ультраширик. Там китенок. Здесь фронталка.
Там всякие мерчи. Вот там, кстати, за 150 гонконгских долларов отдельный шатер такой. Я не стал подснимать. Можно сдавать багаж. Вот. Да, сделано, конечно, шикарно. Микки. Ультраширик. Так, вот там очередь. А здесь я. Почему? Потому что мягкая сила. И все. Минута в очереди. Ну что, снеговик и Дисней. Ультраширик. Досмотра еще раз. И вот он, вход. Самый маленький Дисней в мире. Тоже самый-самый X2, X3. Амба. О, красота. Ультраширик. Анимация. Академия анимации. То есть здесь какие-то определенные временные интервалы что-то должны показывать. Ультраширик. X10. Народ отдыхает там. Так, кто-то чего-то ждет. X3. X1. Так, музыку отрубаю. 是时候到你们了，来吧，一起跳舞吧。Now it's your turn to dance with us. Come on, everyone, let's join together. Действо. Вы теперь знаете, чему готовить ваших детей. Много магазинов. Ну все. Тут уже, разумеется, бешеное количество магазинчиков с сувенирами. Бакалея. Вот так вот, 92 доллара. Кстати, по поводу еды многие очень сильно жалуются, что здесь она очень даже не вкусная. Наверное, Starbucks только должен быть норм. Так, специальных кружек в Старбаксе не наблюдаю. Временные интервалы шоу. Ну да, здесь с 10 утра надо приезжать. И даже есть мобила. Tomorrowland. Экспо Шоп. Фотографируйтесь просто. Но дети должны все-таки разбираться в этих всех приколюхах, иначе эффект будет не тот. Ультраширик. О, космоеда с космоценами. Так, что-то с надписью Iron Man. Все. Мы не зря сюда пришли. Здесь можно снимать только фото. Так что смотрите фотки моей личной телеги Iron Man. Так, оставляю S25 Ultra в номере. Почему? Правильно, потому что на нее только что делал обложку. И на нее уже есть двухдневный обзор на канале, на котором вы сейчас смотрите. Кстати, обзор. И надеюсь, что вы посмотрите и на него. Потому что и этот смарт я гонял 2 дня. В отличие от 25+. Так, фоток не будет. Это ультраширик. Там только фигура Iron Man. Я стоять ждать не стал. Основа. И здесь что-то другое. 15 минут надо ждать. Stark Expo. Entrance. Вход. Во, вот тут норм. Тут нет никого. Нулевая очередь.
При том, что к Iron Man очередь в космос. Hall of Galaxy. Здесь прям 0 людей. Очень удобно. Есть фанаты этой штуки? Надеюсь, что есть. Stark Industry. Enemy of March. Угу. Там, кому надо, вот эта схема. Может, кто-нибудь будет строить что-то? Who is Iron Man? О, огонь. Emergency exit. 我應唔應該搭的士呢？根據我嘅計法，如果你喺呢個的士站等，你會遲20分鐘。係咁，我唔搭的士啦。如果揸我嘅車呢？你架車仲喺車房度停緊，要今日放工至有得攞。同埋而家嘅交通情況，我 То есть технически здесь вообще ничего ждать не надо. 你估可唔可以借部鐵甲 Все уже. 飛過去呢？史達先生， Stark 黃小姐想借用鐵甲號。 штуки. 史達先生話 no。 О, вот здесь уже очередь. 係提供潔淨 Норм. 能源嘅燃反應能源器。史特工業仲揀咗香港呢個石油轉數優化嘅頂級城市。 Так, вот здесь я ему помог. По фокусу, потому что была белина. Я думаю, вы догадываетесь. Ультраширик. Основа. Вот такие вот конструкции у Iron штук. И вот еще одна. Если кто такие, кстати, штуки видел, вы напишите. Потому что я в таких и фильмах не видел тоже. Может, наверное, где-то видели. В каких-то мультиках, может. Так, перед полетом надо брать очки. Ага. И куда-то надо идти. Может, в единичку? Можно в единичку? Нет. Ха. Предпосадочная тема. Воу. You are about to step into the future of transportation. All of us at Stark Industries. Народ уходит, мы садимся. Ей, надо было на единичку сесть. Ну ладно. Трошерик. Вот так там закрываются двери. И к полету готово. You're cleared for takeoff. Вот так. 歡迎各位，今日嘅旅程，我哋將會飛到去全新嘅香港史達大樓。修復擋風玻璃，打爛咗道門，唔好意思。 Если что, это 3D. Да, классно. Слушайте, дети. Очень классно. 大樓嘅燃反應能源 Okay, 器。 fine. Только Wait, интерактивочка. what? Hydra wants my arc reactor? Get out of there, Jarvis. I'm on my way. 收到，即刻翻去科技節。 Jarvis? Очень круто. 大家唔使驚，我哋一齊解決佢。 Miss me? Toys. 啟動所有無人駕駛鐵甲號。史特先生， Ladies and gentlemen, 我發現咗佢嘅弱點。 you found its weakness. Well, shoot that! Офигенный интерактивчик. Бесплатно. Очень круто. Трошерик. Вот приходухи всякие. В экспошоках. Руки. Ну-ка.
шашки. Маски детские, чехлы. Вот какие, как они бегают на пунктах. X3. Это развлекалово здесь. Марвеловские герои раздают автографы. Можно делать фото. Основа. Он их фотографирует. Marvel X1, X3. Там истребитель и толпа. Ну что, по катушке. Дети приехали. Вроде счастливые. Вот расширик. О, людей сколько. По катушке начались. Крики будут максимум с китайским матом, я так подозреваю, потому что здесь все-таки дети из Китая. О, куда-то летим. Вот. Пока ничего не видно. Вообще, народ тоже снимает. Рано или поздно нас поднимут. О, вот это уже интересней. Ёшки. Как там шутят? И теперь я ультрафширик. Я думаю, света будет достаточно. Наверное, не на улице. Вот это интересно. Короче, здесь все звездное. Основа. Вообще прикольно. Готовы слышать звуки. Тоже не видно ничего. Вы ничего не увидели, но было очень страшно. Детям некоторым хорошо. Вон они, фотографии счастливых людей. Грогу, шапочки. Вот. Попытка раскачать Marvel X1. Так, 4К 30 FPS. Wonderbook. О, этого мы хотим. Теперь 4К 60 FPS. Не знаю, что они там делают, но что-то они делают. Да, живая мусорка. Так, мы хотим паровозик, наверное. Или не хотим? Хотим. Чтобы поставить в очереди. Я почему-то думал, что паровозик здесь, но нет. Здесь просто чашечки. Здесь, кстати, людей не очень много. А теперь ультраширик. Нет, скорость, кстати, приличная такая. Кого-то здесь, мне кажется, может и подташнивать. Притом легко. Ага, можно самому еще больше раскручиваться. X3. Да, с интернетом, конечно, детям уже не так волшебно.
здесь. Но в наши времена 90-х, когда я был маленьким, это было бы вау! Вот что такое огромная очередь. О, здесь тоже такие же горки. Все ради принцесс маленьких. Огромные очереди. Ультраширик. Но здесь, кстати, к слову, еще не так много людей. Видите, здесь рассчитано на большее количество народа. Да, шумы, конечно, жесть. На основу надо снимать. При недостаточном освещении ультраширик мертвый. Так, это учитывая, что симки нет, уже 43%, так что начинаем меньше снимать. Катушки, которые даже для грудничков подойдут. Что-то, как говорится, welcome. Вот так. Wonderland Street. Да, продолжение банкета. Кому-то нравится. Крипи или нет? Middle East. И Африка. Америка. Еще такие штуки. Такая вот милота. И Азия. Острова. Рейнфорест. Дождливый лес. И дальше. Магика. Вообще по мне больше страшно, чем прикольно. Еще чуть-чуть. Снова прелести. Ну, понеслась, как говорится. Главное, руки поднимайте. И хорошо, что мы не знаем китайских матов. Вот так. Давайте основу, наверное, для начала. А потом уже как получится. Я уже боюсь. Я уже боюсь. Но стараюсь не орать. Вот так. Вот так бодро. Еще чуть-чуть. Кстати, не тихо страшно. Вот так. Пока здесь хорошее ускорение. И все. Как-то быстро. Быстро, но интересно. Дети рады. Ультраширик. Ну там эта горка. Видите, всякие мостики. Все стилизовано. Замок. Разумеется. Здесь веселье. Там еще какое-то веселье. Так, на совсем детские штуки не иду, но покажу вам, как дети могут развлекаться. iPhone. iPhone. Нет, это, кстати, был, может, не iPhone. Да как сговорились, да? Хочу показать вам какой-нибудь китайский смарт. Не получилось.
Samsung видел. Ладно, неинтересно. И здесь еще вот эта вот штука. Мечта всех девочек. Ультраширик. Так, надо идти обратно. Так, здесь Jungle Action. Какой-то там X3. Не успел. Вот на этой же штуке я буду плавать. X3. Круиз. Где очень много стоит. Английский круиз и круиз на китайском разные очереди. И круиз на английском он быстрее. По катушке. Камней. Мы и в основном месте. Девушка не только комментирует, она еще и рулит. Там немного крокодилов здесь. Они, конечно, не настоящие. Смотрите, как говорится, тайские кадры. Там настоящие.
Ультраширик. Основа. Вот так. Дети развлекаются. В это не поиграешь. Выглядит круто. Toy Story Land. Ха-ха-ха. Указатель пути. И вот и он. Toy Story. О, выглядит эпичненько. Красота. Так, что здесь из интересного? Ну, разумеется, магазинчики с игрушечками. Из развлечений. Да, вот это интересно, та штука интересная. Мне интересно, я телефон удержу на этой штуке или нет. Сейчас он уже медленно. Вот на этом лайте я попытаюсь покататься. И еще разок. Есть. И потом еще разок. Если никто не выпал. А, как-то он ускоряется. А, все правильно, он же выше там поднимается. Видите? И сейчас вроде бы самый максимум будет. И... А. Короче, снимать я это не буду, потому что может кому-то вылететь реально смартфон в лицо. И это, как говорится, будет моя вина. На остальных горках я могу удержать, а здесь лучше и вам не советую. Смотрите. Вот теперь 4К 60 FPS. Короче, переоценил я горку, можно снимать. Я думал, перегрузка сильнее будет. Вот. Зря пугался. Теперь туда. Новые солдаты, желтый. И всех закрывают. Сейчас будут их запускать. Но это так же, как в... Опять же. Toy Story. Поднимают. Ультраширик. И скидывают. Безопасненько. Вот такой вот поезд, и на нем мы поедем в конце концов среди концов. Так, здесь интересно, здесь можно покататься в Grizzly Gulch. Популяция 108 человек. Blast No Enter. Так, и... О! Стильненько. Дикий Запад. Дети вон стреляются друг в друга водичкой в попытке дострельнуть тщетной. Народ стоит за едой штатно. Вот там народ катается. О, еще и задом. Здесь не задом, а здесь передом. Я не знаю, кому этот парк маленький. В общем, я приехал в 2. Сейчас без 10:06, я хочу отсюда свалить, и я еще не уехал. И даже половина не прошел. То есть, если к 10 утра вы приедете, вы ушатаетесь в нули, и, может быть, вы все обойдете. Но не факт. Место, куда детей нельзя запускать. Тимон и Пумбы. Моана. Я думал, кстати, что здесь толком игрушек не будет. Но нет. Здесь их прям эгегей. Всяких разных. Тематических. Чашечки. Дональд Дак. И меня. Вечером еще включают вот такие вот факелы и огоньки загораются. Скорее всего, еще подсветка будет.
продолжение шоу. Вот так в лучах заката что-то подтормаживает у меня. Ультраширик будет выглядеть парк. Уже подсветку все включили практически. И еще чуть-чуть замка в лучах уходящего солнца. Ультраширик. Я, кстати, недооценил безопасность парка. Полицейских не видно, но они, скорее всего, все в штатском. Вот этот вот человек с собачкой ходит, и собачка нюхает все мусорки. Вот так, security, незаметно. Ну что, вот так выглядит станция Дисней ЖД. Очень даже неплохо. Там есть еще что-то. Куда-то они еще едут. Поезда, помимо Гонконга. Ну что, финал без HDR, что у меня осталось 14% заряда у смартфона. А здесь даже не было симки, я даже не пользовался ничем, кроме фото и видео. Финальный поезд. Вот так вот. У Диснея даже своя ЖД. И станции, и дорога, и поезда. Очень-очень-очень походит все это дело на Японию. Внешне. Даже потому, как метро работает. Это, кстати, час пик в Гонконге. Даже в метро в рекламе, вот она, везде, очень много рекламы еды. Люди едят даже в рекламе. Много. Черничный пирог, 700 рублей. Бакалея местная. Выглядит вкусно. Много всякой еды. Но здесь никого нет, только вот там, Снэк Экспресс. Но там дешево. Может быть, поэтому много людей. Вот в этой, в Японии и в, получается, Китае люди тратят очень много денег. Прям а-ля болезнь. Видите, сколько везде стоит? Будьте аккуратны. Проще купить себе игрушку. Намного. Станция, конечно, очень большая. Еще и двухэтажная. Прямо вау. Вот. Есть Мак. Игрушки, заказы. Так, что здесь есть в Маке? Нажатие на 12. Мороженки, кофе. Кстати, дешевле, чем в Тае. Намного. Экстрамил. Промоушен. О, смачи. Dinner Special. И какие-то там пикс. Вот такое пространство Мака. То есть там оплата, здесь кофе, здесь оплата наличкой. И там получается еще детская комната. Очень много места. Очень много места. Угу. С запасом. И сразу рядом туалета. Безумно быстро, наверное, вообще 1,5 минуты. Меня так в жизни быстро не обслуживали в Маке. В жизни нигде. Вот так. Вкусняхи. Кафе, Мак кафе. Умножаем все на 12. Ну что, после всего, что вы видели, плюс еще фотографии, осталось уже 8% заряда данного смартфона. Немного. Люблю Samsung за вот эту способность. Очень. Очень полезная штука. Хотя нужно их далеко от лица держать. Но не так все плохо. В толпе неудобно, а так можно. Опять супер калорийные окна.
Видите, какой коридор длинный. Я вам скажу, что политика Гонконга для стабилизации населения, она, мне кажется, отрабатывает, потому что в метро даже в пик, в час пик людей было немного. К слову, на смартфоне осталось уже, по-моему, 4% заряда. И скоро мы заканчиваем сегодняшний день. Не 4, 8. Здесь почему-то на фронталке Full HD. Постоянно переключают на Full HD. Очумею потом рендерить, подбирать формат. Роллинг шаттер есть. Так, ультраширик, 4К 60 FPS, съемка с одной руки и максимум X2. То есть на основу нельзя в проф-режиме перейти. Так, HDR, 4К 60 FPS. И можно переходить с основы на пулевики, которых X3, ультраширик, основа. Переключение довольно плавненькое, но не супер плавное, не яблочное. Напоминаю, что вот подобное видео я могу X3, X1 могу делать, не сделать, а полноценное будет на Гонконг с Диснейлендом на канале Польза Лайф. Разумеется, снимать влоги на ультраширик с основы приходить нельзя, что неудивительно. Ультраширик тоже можно влоги снимать, что неудивительно. И на телевик, конечно, не берите. На телевик можно снимать влоги, что тоже неудивительно. Но на основу перейти нельзя. Видео возможно только Full HD 30 FPS. Вот так. X2. Фронталка, вот портретное видео. Full HD 30 FPS. Снова X3, X10, X12 максимум, X12, ультраширик. Основа и очень круто яхты выглядят. Ультраширик. Ну яхты везде круто выглядят, давайте будем честны. X3. Батарея, конечно, парк яхт побольше, но здесь мне кажется, что это не одна пристань, их здесь море. Просто я вижу почему-то одну. Надо на той стороне посмотреть. X3, X10. Снять Zerk, Toyota, Maxus и Bird. Были офисы. Основа. Ультраширик. Вот это, кстати, всего 100 рублей 2 билета на теплоход. Вот так, ультраширик. Фронталка. Сколько народу. Так выглядит машинное отделение. И вот так выглядят сидушки. Прикольно. Очень. Можно выбирать место, где садиться. Отходим от причала. Выглядит эпично и непривычно, а для них как просто такси, я так подозреваю. Максимально стандартно. Очень много корабликов плавает и курсирует X3, X10, X1. Просто бешеное количество. И вот уже обратно такое же такси плывет. Legoland. Вот так вот. По сути, еще и может быть даже бесплатный, а может быть и платный.
Может быть и платный. S25 Samsung. Lego. Ультраширик. Legoland Discovering. Ага. Tickets. Здесь надо брать билеты. Просто так не зайти. Или можно? Это гифт-шоп. Не, с платными билетами не вариант. Но можно посмотреть, что здесь есть. Скромные Александр Маккуин, Cartier и остальные. А как вам такое? Инсталляция, да? Супер скромная. Это специально под этот магазин, интересно, вырыли X3. Вот это да. Пиар-акция, конечно. Эгегей. Вот такие здесь стильные штуки плавают. X3. Да, ночью шумов море. Ультраширик. X3. X10. И фронталка. Так, HDR отключен. Кстати, еще из наблюдений ни одного человека без определенного места жительства пока еще здесь не встретил. Мусора тоже. Ну, в хороших районах. Ну, то есть здесь очень долго можно идти и не увидеть мусор, что является огромным плюсом. На той стороне еще можно поискать, здесь не так просто. И в отличие от Японии, здесь есть мусорки. Понятно, что, как говорят японцы, это а-ля безответственность, иметь здесь какие-то вещи, чтобы можно было выбрасывать. Но я считаю, что наоборот это удобно. Вот как это дело выглядит, когда оно включено. На S25 Ultra можете посмотреть, как, когда они выключены, выглядят. Там я снимал ночью. И резюмировать я бы хотел довольно просто. На S25 Ultra, если вам интересен подобный контент, подписывайтесь на канал с колоколом, потому что сегодня, допустим, находясь в этом Гонконге, как я уже и рассказывал, я купил Honor Magic 7 Pro. Глобальный, считайте, просто гонконгский глобальный. И на него будет такой же однодневный обзор. На S25, скорее всего, не будет в Гонконге. И куда потом полечу, если будете лайкать, писать в комментах, продолжать, буду брать с собой смартфон и делать такие обзоры. На S25 Ultra тоже обязательно посмотрите. Если хотите помочь каналу, подпишитесь на этот канал с колоколом, подпишитесь на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Там, кстати, будет бешеное количество фотографий с этого смартфона. Из интересного, S25, считайте, плюс. У него осталось 6% заряда, начал я его использовать в 10 утра и использовал я его без сим-карт. То есть с симкой я использовал iPhone 16 Pro Max, и здесь осталось 5% заряда, учитывая, что на него я ничего не снимал. То есть у него здесь симка была, и с него я выкладывал, считайте, фотографии, кружки в телеге. Здесь я только снимал видео. Видео я наснимал не так, чтобы супер много. Яркость экрана делал авто, чтобы он прожил дольше. Но какие бы смартфоны, допустим, здесь в Гонконге я не видел, я почти у всех ярых пользователей видел еще пауэрбэнки. И чтобы вам не рассказывали трое суток заряда, там, 36 часов, еще что-то, повторяюсь, вы смотрите на аккумулятор у человека, у обзорщика, и написано, чем он там пользовался. Если вы видите там только телеграммы и еще какие-то мессенджеры, там 20%, то считайте, смартом не пользовались в принципе. И ну, еще неизвестно при какой яркости, герцовке, разрешении экрана. В целом S25 Plus при обычном использовании, без навигатора, без игр, вам хватит на день. Но если вы поедете куда-то на travel, вам однозначно необходимо будет вместе с ним хотя бы 5000-я банка. И других смартфонов я пока не встречал. При том, что вам даже и в космос сколько снимать не надо будет. Вам в принципе он сядет, получается, у меня он сел за 10 часов. Вот такого вот периодического использования фото, видео, ну максимум час он снимал. При том, что по автономности именно по съемке он 100% обзор полноценный посмотрите, будет снимать больше 4 часов. Еще, кстати, про эту модель, если вы не будете смотреть мой обзор, хотел бы отметить, что S25 Ultra в топе на Лазаде и на Шопе, это аналог азиатского Алиэкспресса.
А S25 вообще нет, даже в 20-ке. Вот такая магия. И на 512 он мне вышел, я вам не скажу даже точно, где-то 90, по-моему, на 512 гигабайт. В целом, девайсу от меня однозначная да, потому что в плане продаж в каком-то смысле это успех. В плане камер, еще чего-то, посмотрите полноценный обзор, посмотрите прожарку. Надеюсь, что вам это дело было полезно. Я старался на него снимать хорошо, и фото, и видео, да, без стабилизатора, но вот так и вы сможете снимать где-нибудь, используя этот смарт. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.